У всех детей 90-х, к которым я тоже отношусь, была мечта – оказаться в мире, в который они отправлялись каждое воскресенье с любимыми друзьями. Каждый ребенок ждал Чипа и Дейла, Скруджа Макдака, Гуфи и Черного Плаща, но представить себе, что ты окажешься непосредственно в эпицентре этой магии, было невозможно. Поэтому это оставалось всего лишь мечтой. Надо сказать, что я уже был в Диснейленде в Париже в 2012 году. Мне тогда было 28. И вот спустя 12 лет, оказавшись в Гонконге, я решил снова посетить этот филиал детского счастья, будучи уже совсем в недетском возрасте. В Гонконге к Диснейленду проложили отдельную ветку метро, правда всего из 2 станций. Но это необычная ветка и необычные вагоны. Если театр начинается с вешалки, то гонконгский Диснейленд начинается именно с метро. В метро можно подержаться за Микки Мауса. И даже оторвать ему уши. 40 лет, а мозгов нету. Итак, гонконгский Диснейленд – это самый маленький Диснейленд в мире. После того, как ты побывал в парижском филиале, это ощущается очень хорошо. Но, как говорится, не в размере дела. В 1998 году прошлого века компания Walt Disney Park and Resorts предложила правительству Гонконга построить Диснейленд на острове Лантау. Через год этот проект был одобрен местными властями, и в 2005 году парк открыл свои двери на радость первых маленьких посетителей и их родителей. Микки Лосев сегодня не ел с самого утра. Пришло время съесть вкусную плюшку. Как вы понимаете, на голодный желудок делать великие открытия и сражаться с плохими парнями совсем не камильфо. Но даже во время трапезы можно сделать какой-нибудь научный, полезный эксперимент. Понадкусывать ушко какой-нибудь дорогой твоему сердцу мини — это, конечно, одно удовольствие. Но я предлагаю провести эксперимент. Обычно между ушами должен быть мозг. Даже у животных. Предлагаю проверить. Нет мозга. Мозга нет. В парке аттракционы на самый разный возраст. Этот, видимо, рассчитан на самых юных, а также на меня. По речной дорожке тебя передвигают на механическом транспорте, а по сторонам какие-то кукольные персонажи. Признаюсь честно, я не узнал ни одного. Но вот на что я обратил внимание. Раньше меня привлекали только адреналиновые развлекухи, связанные с высотой или скоростью, чтобы сердце в пятки ушло. А тут максимально ленивый аттракцион, и самое главное, мне понравилось. Наверное, становлюсь скуфом. В идеале, чтобы так передвигался мой домашний диван с тарелкой бутербродов. Ну, Белоснежка, конечно, хорошенькая. Я еще вот когда смотрел мультфильм с ней и обратил на это внимание. Но она куда-то торопилась, знаете, такая торопышка. А куда торопилась? У нее уже 7 нетерпеливых гномов. Ну, я же не олень какой-нибудь, чтобы быть 8-м, поэтому ладно уж, пускай идет. Гонконгский Диснейленд неоднократно критиковали за его небольшой размер. Но 22 ноября 2016 года компания Walt Disney и правительство Гонконга объявили о масштабном расширении парка почти на 11 миллиардов гонконгских долларов. И в 2023 году парк представил Frozen World, первый и крупнейший в мире тематический парк, посвященный мультфильму «Холодное сердце».
ко мне подходит очень много азиатов и просят, чтобы я с ними сфотографировался. И я вот задумался, в чем дело. То ли дело в моей природной естественной красоте, и эта версия, конечно, мне представляется наиболее вероятной, то ли потому, что у меня есть ушки Микки Мауса. А вы знаете, потом они еще спрашивают, типа, You came alone? Ты сюда приехал один? И я вот задумался, что бы это значило. Активности в каждом Диснейленде могут отличаться, за исключением одного. В каждом из них несколько раз в день проходит парад звезд. На этот парад маленькие гости парка заблаговременно занимают самые лучшие места, чтобы увидеть тех, кого они еще совсем недавно видели по телевизору. И судя по их реакции, все эти мультяшные герои — это самые настоящие экранные звезды, как, скажем, для взрослых Брэд Питт и Анджелина Джоли. Ребята, это детство! Это реально мое детство! Микки Маус, осел. Слышите? Ну это же неправильно, когда взрослого 40-летнего мужика катятся слезки, когда он видит героев, когда он видит героев своего детства. Слова тут, наверное, не нужны. Вы все видели сами. По периметру парка ходит поезд, стилизованный под ретро. Можно осмотреть аттракционы, если вы только приехали в парк, либо наоборот, после того, как находились, вернуться на нем в метро. Местный Сапсан доставит нас. Realm of imagination and enchantment, where childhood dreams come true and Disney stories and characters. Там Балагоя скоро будет. Да Балагой, пожалуйста. Скорость просто бешеная. Просто бешеная скорость. Аж ветром волосы сносят просто. Сидя в этом поезде, я вот о чем подумал. Конечно, данный парк рассчитан в первую очередь на детей. Любой любящий родитель при наличии возможности не пожалеет никаких денег за билет, только чтобы его ребенок улыбнулся. Но даже если меня, далеко не самого эмоционального, а порой толстокожего взрослого человека, получилось вывести на эмоции, то что же испытывают дети? И какие бы я эмоции испытал, если бы тут оказался в детском возрасте? Жаль, что ответ на последний вопрос мне, видимо, уже никогда не узнать.